Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля 2026 года. И да, друзья, если вы открываете это видео 1 февраля, то сегодня у нас начинают отмечать свои дни рождения водолеи второй декады. Я вас с этим поздравляю, с вашим новым персональным годом и желаю вам новых открытий, ярких свершений и, конечно же, быстрых движений в плане того, что недолго думать над тем, как это реализовать, не подбирать очень много алгоритмов и каких-то там путей различных сложных, невероятных. Просто делайте, просто, даже если вы думаете, а вдруг не получится, а вдруг получится. Понимаете, а что если? А что если получится? Вот хотя бы по чуть-чуть делайте, и будет отлично. Водолеи второй декады поздравила. Если водолеи первой декады так еще не включили свой персональный год, делайте это прямо сейчас. Неделя будет на самом-то деле потрясающая для водолеев. Для львов тоже очень яркая, активная, мощная неделя. Для тельцов и скорпиона второй декады в том числе, да. То есть нужно максимально включаться, нужно делать, нельзя тормозить. Нельзя тормозить, то есть обстоятельства будут вас как бы заставлять. Вам будет казаться, что вам не хочется, но обстоятельства будут максимально подталкивать, двигаться вперед, и это отлично. А что касаемо других знаков зодиака, то овнов, близнецов, весов и стрельцов не так будут напряженно двигать вперед, будет наоборот гармоничное такое движение на этой неделе. Поэтому здесь, дорогие, двигайтесь планомерно, главное план, главная структура, главная мощность, сила движения и яркость. Опять же, да, что вы спросите у меня, рыбы, девы и козерог и рак. Здесь история у вас, дорогие, смотрите, масштаб, масштаб, масштаб. Масштаб, без него никак. То есть внутренние противоречия, нереализованность будет вас очень сильно двигать вперед. Опять же, это будут не напряженные аспекты, это будет внутренняя сила и желание двигаться вперед. Двигайтесь, тормозить нельзя. Опять же скажу, что эту неделю со 2 по 8 февраля у нас включает полнолуние 1 февраля. Да, полнолуние во Льве, вот оно у меня открыто. Кто не смотрел гороскоп на прошлой неделе, сейчас коротенько расскажу, что полнолуние у нас для того, чтобы внутри понять и организовать свои амбиции. То есть оно у нас фактически начинается вот вечером, если мы говорим по московскому времени, да, то это уже 22-23 часа полнолуния. Если вы поднимете голову наверх, вы увидите рядом с Луной такую большую точку. Это планета Юпитер. То есть Юпитер у нас находится сейчас в знаке рака, поэтому здесь все те, кто хотят в этом году любви, счастья, отношений. Сейчас скажите мне, как вообще в этом году? Рассказываю. У нас вот это полнолуние запускает февраль, и все наши, можно сказать, такие финальные действия, которые завершают последний год, полтора-два, у каждых знаков по-разному, у каждой декады, да, но все наши действия, к чему мы шли, стремились, хотели, мечтали, желали, но так и не сделали, да. У нас коридор затмений с 17 февраля, который начинается и заканчивается 3 марта, он очень сильно совпадает с празднованием китайского Нового года. Вот так, дорогие, понимаете? И это такой большой, мощный скачок движений. Поэтому здесь, как мы вот к этому коридору затмения подойдем, что мы там будем делать, зависит от начала февраля. Потому что если конец января у вас был очень динамичный, то никто не говорит, что вот в феврале нужно расслабиться. Нет, захочется расслабиться, потому что у нас и на полнолуние, и всю неделю большинство планет находится в Водолее. То есть если мы не спланировали себе план на будущее, то есть если плана нет, то мы будем распыляться, тусоваться, тратить время туда-сюда. То есть у нас не получится включиться в этот февраль, в этот год. Календарный год-то у нас начался 1 января. Кто заметил какие-то изменения 1, 10, 20 января? Все те же самые вопросы остались на повестке дня, да? И для того, чтобы что-то завершить, закончить, вот у нас как раз-таки в феврале есть этот коридор затмений. Что мы делаем на этой неделе? Доделываем все старые прошлые дела, которые тянут из нас силы, мощности все наши, которые вот у нас не получалось как-то изменить. Кому-то хочется найти новую работу, да,
абсолютно потрясающий аспект. Садитесь прямо сегодня, пишите свое резюме, пишите, какие вы классные, восхваляйте свои качества и реально подумайте, какие вы классные. Это я сейчас всем знаком зодиака говорю, да, то есть 1 февраля очень хорошее время это делать, и 2 февраля то же самое, понимаете? Потому что у нас Луна находится в оппозиции здесь и к Венере, которая в соединении с Меркурием, к Солнцу, к Марсу, который в соединении с Плутоном. Внутренняя сила чего-то достичь, сделать, разрешить какой-то конфликт. Ну, либо совершать эти конфликты для того, чтобы ругаться, а, просто чтобы энергия ходила. Понимаете, есть определенное большое мощное количество энергии. Если мы его не расходуем, то мы расходуем его на своих близких. Вот такая история. Поэтому здесь, мои дорогие, не расходуем это на своих близких, любимых, да, расходуем это в своей жизни. Весь фокус на себя. И хочу сказать, что в этом феврале фокус главный на себя, на свое будущее, на свою работу. То есть не надо вот негативную энергию на своих близких пускать, да. Поэтому здесь, дорогие, смотрите, очень хорошее время для того, чтобы писать резюме, искать новую работу. Очень много запросов сейчас про это. Менять свою жизнь кому-то хочется переехать. Опять же, смотрите, видите на небе вот такая классная конфигурация, называется бисекстиль. Видите, я вот ее подсветила, да. На самом деле у нас тут два бисекстиля образуют, которые через Сатурн и через Нептун. То есть наши мечты и желания – ничто без наших действий и принятой ответственности. Вот на самом-то деле и все последние полгода Сатурн был в соединении с Нептуном. Понимаете, в чем смысл вот этой истории? И да, здесь наше будущее, здесь наша большая сила, которая заключена в Плутоне. То есть все то, что мы долго терпели и не делали. Ждали, что кто-то придет и сделает. Дорогие, никто не придет, не сделает. Поэтому 1 февраля у нас Луна во Льве, мощная, яркая, открытая, хороший день для того, чтобы классно подумать о себе, чего мы хотим, вспомнить своего внутреннего ребенка, где мы ушли вообще не в ту жизнь, в которой мы живем, как мы хотим жить. И хочу вам сказать, что 2 февраля Луна по-прежнему во Льве, и никуда не денутся наши внутренние желания, осознание, чего мы там хотим, понимаете? Но включится другая история, очень дерзкая. Луна будет в точной квадратуре с Ураном, то есть это вторая половина понедельника, и первая половина вторника, 3 февраля. И Луна будет в оппозиции с Венерой и с Меркурием. О чем эта история? Когда сложно будет идти, например, контакт с женщинами, то есть у женщин будет вообще такое внутреннее чувство беспокойства, да, у мужчин будет сложный контакт с женщинами, это просто тоже нужно понимать. Захочется поругаться. Венера с Меркурием всю неделю будут в квадратурах с Ураном, да, сложно будет договориться о чем-то стабильном, сложно будет договориться как-то, захочется пылить, нервничать, захочется свободу. Здесь при всем при этом что-то новое в своей жизни делать хорошо, сложно будет удержать старое, особенно если вы прям глубоко считаете, что оно вам не нравится, оно вам не подходит, там старая работа, прошлая работа, отсутствие финансов. Я всегда, конечно же, перед тем, как искать новую работу, говорю, что посмотрите, действительно ли оно того сейчас стоит. Я не из тех астрологов, кто скажет вам, вот здесь все бросай и ищи что-то себе легкое, там кто-то работает на такой работе, которая приносит хороший доход и реально кормит всю семью, но сейчас такой повальный тренд на блогерство, вот так вот все в легкости делать. Ребята, скажу вам честно, блогерство это такая очень сложная работа, в которой нужно очень долго ждать и тратить какое-то бесконечное количество энергии, да, но есть нормальная работа. Сейчас скажут, Женя, что такое нормальная работа? Нормальная работа, которая вам позволяет платить по вашим счетам, вам, в принципе, с этим комфортно и хорошо. И да, нужно внести какие-то изменения либо в свою работу для того, чтобы она стала более интересной и понимать, что если работа очень сильно интересная, но не приносит деньги, возможно, вы просто взрослый ребенок, у которого не было
детства, который не наигрался, не позволяет себе отдыхать, поэтому ему и хочется в жизни бесконечного вот этого развлечения, чтобы оно все было интересно. Но любая работа, даже блогерская и легкая, которая кажется на первый взгляд такая, вот ну что там такого взять и наговорить, да, что-то там интересное там взять фото, отснять, 3 кнопочки нажать, да, это все превращается в рутину, это все со временем перестает быть интересным. Поэтому здесь всегда принимайте зрелые решения. Нельзя на этой неделе принимать безответственные решения, уходить со стабильности в никуда. Очень сильно захочется в никуда. Захочется из отношений, в которых у вас хорошо все, как-то вот уйти в никуда. Венера в квадратуре с Ураном – это уход в никуда. Поэтому здесь в понедельник, 2 февраля, будьте аккуратны со своим желанием резкой свободы, с резким написанием заявления об увольнении. Будьте здесь очень аккуратны, потому что, смотрите, очень такая важная, красивая картинка быть и казаться против абсолютно нормальной стабильности, которая сейчас почему-то не ценится в обществе, да. Вот. 3 февраля – это вторник, Луна в Деве. И вот здесь очень хорошая история. Луна в Деве абсолютно приземленная, абсолютно материальная, но в гармоничном аспекте с Юпитером будет и 3 и 4 февраля в среду. Поэтому здесь, дорогие, смотрите, приземленность, расширение, движение вперед, все, что связано с Юпитером, да, Юпитер – это социальный статус, повышение своего социального статуса, при этом приземленность Девы, когда мы четко и честно говорим себе, что мы хотим делать, мы понимаем свои навыки, компетенции, мы понимаем и оцениваем себя не с точки зрения своей гордыни, когда у нас Луна во Льве, и мы такие считаем, что мы классные, да. На таких порывах очень хорошо, кстати, писать свое резюме. Но с точки зрения реально ответственного продвижения в будущее, вот когда Луна в Деве, тогда мы даже по собеседованиям ходим, и мы с материальной стороны и с четкостью оцениваем все свои моменты. Когда мы входим в отношения, мы четко придираемся до другого человека и понимаем, правда ли нам с этим хорошо или нет. То есть у нас 3 и 4 февраля дни максимальной приземленности, четкости. Причем 4 февраля день еще такой сложнее. Здесь уже захочется как-то в будущее, как-то пойти, сделать какой-то мощный шаг. Но Луна будет в точной оппозиции с Сатурном и Нептуном и переключится на четверг, 5 февраля. То есть оппозиция с Сатурном это история, когда мы реально начинаем считать свои силы, свои деньги и реально начинаем оценивать выгодность любого положения для нас. То есть и здесь такой очень важный момент. Что касается действий, хороший день, например, и 3 и 4 для приобретения недвижимости, для движений в социальном статусе, социальном росте. Причем 3 число очень хороший день, все, что связано с Юпитером, это поездки, командировки, покупка билетов, это история повышения социального статуса, что-то там присмотреть, договориться, пиар-реклама тоже хорошая история, вписаться в какое-либо обучение, присматривать себе какое-нибудь жилье новое, если вы давно этого хотели, потому что Юпитер находится в знаке Рака, это решение своих вообще проблем путем имущества, жилища, то есть повышения своего статуса. То есть если вы живете в арендном и решили приобрести свое, это вы очень сильно повышаете свой статус. Понимаете, о чем говорю? То есть у вас становится ваше мнение приземленным. Идем дальше. 4 февраля Луна в оппозиции с Сатурном и в оппозиции с Нептуном. Нептун дает такую депрессивную окрасочку, Нептун дает какое-то сожаление, лень, переживание, вдруг не получится, такие состояния. Это и 4 февраля, и 5 февраля, в том числе четверг, да, среда-четверг. Но в четверг уже Луна у нас в весах, это уже такая история более коммуникативная. Все-таки в среду, 4 февраля, здесь максимально зрело и здраво смотрите на свою жизнь, максимально четко. Если вы вписываетесь в какую-то историю покупок, больших, мощных, все надо посчитать, потому что оппозиция с Сатурном не позволит потом за эту историю не заплатить ответственностью, больными переживаниями, потерей финансов.
То есть здесь нужно понимать 3, 4 и 5 февраля, какую ответственность вы берете за свои решения. То есть если вы берете все-таки эту ответственность, да, которая под Сатурном, финансовую, материальную, тогда и берите ответственность, что вы за это решаете и вы это делаете. Не получится скинуть эту ответственность на кого-то, на вторую половинку, на родителей, на партнера, на работодателя, на коллег. Не получится. То есть здесь чисто мы принимаем решение, это 4 и 5 февраля, и мы это делаем, мы за это боремся, да, то есть мы понимаем в прямом смысле, чем нам за это платить. Поэтому если вы не готовы к сложным решениям, тогда их не принимайте, отодвиньте их на другие дни. 5 февраля Луна по-прежнему в оппозиции с Сатурном и с Нептуном, но уже в трине с Плутоном и с Марсом. Потрясающий аспект как раз-таки больших сделок. То есть 4 числа принимать решение здравое, четко, рационально. И если вы понимаете, можете смело себе сказать, я не потяну, это будет максимально честно. И вы, да, можете, как говорится, нужно, вот если мы чего-то очень сильно хотим, но мы реально понимаем, что у нас не получается, то мы немножечко сдаемся, да. И вот здесь тогда получается 5 числа, когда мы уже сдались, да, мы просыпаемся 5 и понимаем, так, но, может быть, есть какие-то еще другие варианты. Луна переходит в знак весов. Это максимально классный знак для того, чтобы договориться. И мы начинаем договариваться, искать лазейки, искать другие варианты. Хорошая, кстати, история для того, чтобы договориться в любовных отношениях, вообще про все. Но, опять же, делая резкие деструктивные движения, они будут потом очень дорого стоить. При всем при этом хорошая история брать большие цели, их достигать, не малодушничать и понимать, что, возможно, за это надо будет вот прям биться до конца. Плутон в соединении с Марсом дают эту силу как раз-таки биться и даже не до конца. Поэтому здесь 5 февраля потрясающий день для того, чтобы ставить большие мощные цели, четкие, рациональный, ответственный, взрослеть. Классный, потрясающий день для того, чтобы взрослеть и не сидеть на месте. 6 февраля, день, когда у нас Луна по-прежнему в весах, при всем при этом аспекта с Марсом, с Солнцем и еще с Венерой. Хорошее время договариваться в отношениях, но, опять же, у нас Луна в квадратуре с Юпитером. Это когда мы, вроде как мы хотим, вроде как вот у нас вчера был такой большой мощный день, вот четверг, когда вот нам всего хотелось, да, но вот мы проснулись на следующее утро, и мы начинаем капризничать. Вот этот аспект Сатурна, когда, не Сатурна, а Юпитера, когда мы начинаем капризничать. И здесь уже в точной квадратуре Венера с Меркурием, Венера в соединении с Меркурием в квадратуре с Ураном. Когда хочется отказаться, когда хочется полениться и сказать, я не хочу ничего решать, все, нет, я передумал, передумала, мне ничего не хочется и отношений. Вот здесь будьте аккуратны со своими решениями. Опять же, пятница такой день, когда мы можем все испортить. Пойти обратно, сказать, нет, нам показалось. Не делайте так, пожалуйста, потому что на самом-то деле очень много сил. Вот здесь вот аспекты гармоничные с Луной, когда мы можем договориться, когда мы можем все решить. И здесь даже вопрос не в вере, но вера на самом-то деле нам нужна, что мы можем это все решить. Здесь нужны наши усилия и коммуникативные навыки, качества, видеть ситуацию со всех сторон. Потому что если мы будем капризничать и только свое мнение везде вот так толкать, да, то потому что Луна в весах – это партнерский знак, то есть все люди, с которыми мы вместе, то есть нужно смотреть на мнение всех для того, чтобы всем было хорошо. Такой, в принципе, можно сказать, сложный день, опять же, он учит взрослости, он учит как раз-таки принятию сильных, отважных решений. Ни в коем случае, ну, если кто-то смолодушничает, главное, не затягивайте это до конца, потому что следующий день у нас 7 февраля. Луна во второй половине дня уже будет стремиться к знаку Скорпиона, то есть у нас получается 8 февраля точно, первая половина дня 7 еще Луна в весах, но при всем при этом ну, вот кармические аспекты к Сатурну и Нептуну, которые говорят опять же про ответственность, аспект Сатурна, то есть эмоции, ответственность опять туда же, да, но тем не менее Луна в квадратуре с Плутоном.
И вот здесь, понимаете, если мы все-таки пошли как-то назад, то здесь может быть такая большая сильная мощь, сожаление. Но если мы взяли эту цель, то когда Луна у нас в Скорпионе, да еще и в квадратуре с Плутоном, а это те люди, кто родился, ну, в 80-х уж очень много плутонианцев, там вообще Плутон находится в знаке Скорпиона, это очень сильная позиция, поэтому здесь, дорогие, понимаете, кто рожден в 80-х, эта история такая очень мощная и сильная. Вы, в принципе, можете жить в напряжении, и если вот вы привыкли в таком каком-то легком, расслабленном состоянии последнее время, вам хочется в таком состоянии пожить, и при этом вы говорите, что у вас очень много в жизни проблем, проблемы, потому что вы в легком состоянии расслабленном живете, а вам нужно максимально включиться, но вы боитесь этот сильный шаг сделать. Вы боитесь идти вперед, реализовать все свои желания, все свои хочу, все свои планы, цели, а они мощные. Не реализовывая это, образуется очень много долгов. Поэтому здесь и, конечно, потому что Луна в Скорпионе, в квадратуре с Плутоном, это когда мы очень много хотим. Но, как правило, большинство несчастных людей боится себе в этом признаться. То есть уповают там на какие-то, вдруг получится, само придет. Да, это вот какой-то, знаете, я не тот астролог, который вам скажет, что вот, ну, помечтайте, и будет вам хорошо. Ну, ребята, ну не будет, правда. Мы с вами сколько кризисов прожили. Посмотрите здраво на свою жизнь, вот как оно есть. Вот так оно есть, да. А начиналось это все с поздравлений, да. Поэтому Луна в квадратуре с Плутоном, если вы честно себе скажете, что вы хотите много и начнете это делать, у вас получится. Принимайте ответственность, делайте, действуйте, не ждите вторую половинку партнера, начальника, директора, родителей, что вам кто-то что-то даст. Если вам 18 плюс, все, ваша ответственность за вашу жизнь на вас. Ваши родители дали вам все то, что они могли. Вот больше просто не могли. Не могли, не смогли. И ситуации здесь абсолютно разные. Поэтому вторая половина 7 февраля и 8 февраля – это потрясающие мощные дни, когда мы себе честно говорим, а я реально хочу вот это, потому что вот эта маленькая цель меня не радует. Я хочу жить вот так, потому что то вот как я живу, мне неинтересно, поэтому мне скучно. Да потому что цели надо брать сложнее. И если вам 40 плюс, а в 40 плюс приходит аспект Плутона. То есть Плутон в квадратуре к Плутону. Когда если мы не берем себе большие мощные цели, все то, что у нас было, оно начинает разваливаться. Не потому, что оно какое-то плохое, нет, потому что нам неинтересно уже жить на этом уровне задач. И начинает, как правило, все сыпаться в 37, 36, 37, когда кармические узлы возвращаются, когда мы понимаем, вроде как чего-то и достигли, но хочется больше. Не потому, что у нас аппетиты такие, да нет, потому что человек с каждым годом своей жизни, он растет, он взрослеет, и то, как мы играли раньше, тусовались, уже не подходит. То есть в 20 лет, что работало в 40, не будет работать. Все, что работало в 40, не будет работать в 54. Не будет, потому что уже на этом уровне наигрались. Ну а если вы еще ребенок, который хочет, чтобы вам просто так дарили подарки, неважно, мужчина вы или женщина, просто так вас баловали, было у вас вот это внимание, просто восхваление вам, то значит вы тот ребенок, у которого не было детства. Выделите себе несколько дней в неделю для того, что хочется вам играть в приставку, играйте. Хочется ли вам лежать, смотреть сериалы целыми днями? Полежите вы этот день, неделю, посмотрите сериалы, уже все, успокойтесь, насмотрите их и поймите, все, они не приносят вам никакого счастья и радости, все. Хочется, не было у вас момента гуляний, свиданий, поставьте свое объявление на этой неделе в какую-то социальную сеть, назначьте себе кучу свиданий, поймите, что они вас не радуют. И на самом-то деле, что любовь, которая была в вашей жизни, или отношения, которые просили вас об ответственности, что это было то, что вас двигало вперед, но для этого тоже нужно время для того, чтобы осознать, да, то есть поиграть в какие-то другие моменты, которые уже неинтересны с возрастом. Вот такая история, дорогие. Неделя обещает быть очень сильной, если мы будем сильными. Если мы пойдем в будущее в развитие, которое требует от нас ответственности, это будет потрясающая неделя. Если на этой неделе вам хочется поиграться в своей жизни, вы не наигрались, тогда получится потратить, конечно же, вот это такое мощное время, ну и в коридоре затмений потом изменять все те моменты, которые не получилось исправить ранее.
Поймите просто сейчас, сядьте и осознайте, чего же вам на самом деле хочется. Мощностей, яркости, праздника или вам просто хочется свободы. Какой? Финансовой, жизненной, любовной? Какая из свобод вам нравится больше? Здесь каждый решает для себя, и здесь нет одного алгоритма для всех, поэтому у нас и знаки зодиака разные. И каждая декада каждого знака отличается. Я бы еще поделила все напополам для максимальной точности, но, простите уж, времени на это нет. Дорогие мои, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. И если у вас есть вопросы, оставляйте в этом видео, и я постараюсь в режиме свободного времени ответить. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.